Секретный арсенал вооружения уничтожен. Военные проводят экстренную эвакуацию. Обвинение в сокрытии трагедии. Новый скандал. Путина призвали остановиться. Токаев пошел против Кремля. Заморозка войны и реакция Москвы. Кто стоит за голосом президента Казахстана? Почему Астане непонятна суть войны? В Россию направляется подкрепление оружия и тысячи солдат. Срочное заявление. Удар Ирана по Украине. Зеленского призвали приготовиться. Ответ за точную атаку ВСУ по военной логистике России и Ирана. Поражение авиации США. 11 самолетов уничтожены. Заявление иранских сил и реакция Америки. Зеленского призвали целиться лучше. Отказ от турбовступления Украины в ЕС. Жесткий ответ Европы. Бусификация под камерами и эвакуация 250 000 человек. Армия поднята по тревоге. Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет! Это «Время Прядко», 26 июля на календаре. Давайте начнем. Турбовступление отменяется. Украину не видят в Евросоюзе в ближайшие годы. Против ускоренного приема Киева выступила Австрия. Министр по делам Европы Клаудиа Бауэр в интервью газете Welt заявила, страна остается в состоянии войны и неизвестно, в каких условиях она окажется после окончания боевых действий. Любые конкретные сроки министр называет искусственными. Гарантировать их никто не может. Киеву еще многое предстоит, от борьбы с коррупцией до верховенства права. К тому же прием государства, как уверяет Бауэр, с 39 миллионами жителей и совсем иной аграрной структурой, по ее словам, серьезно изменил бы весь Евросоюз. Как альтернативу Бауэр предложила поэтапную интеграцию, постепенное сближение по мере реформ. Складывается впечатление, что украинский президент все чаще хочет продиктовать Евросоюзу дату вступления. Турбовступление по заявке невозможно. Все кандидаты, включая Украину, должны заслужить членство собственными усилиями. Бусификация под камерами. ТЦК заставят снимать все и не удалять видео. Скандальные украинские военкомы будут фиксировать каждый свой шаг. И на улице, и в помещениях ТЦК. Минобороны Украины ответила на рекомендации Следственной комиссии Рады и готовит новые правила. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко. Записи с камер обяжут хранить дольше. Вместо 30 дней – 90. Напомню, носить бодикамеры и снимать вручение повесток сотрудники ТЦК обязаны еще с сентября прошлого года, а видео должно храниться на защищенном сервере военной полиции. Но, по словам Гончаренко, на заседаниях комиссии от представителей ТЦК постоянно звучит, цитирую, «В помещении камеры выключаются, у группы оповещений не было камер или записи с камер уже удалены». Вот что решили с этим делать в официальном ответе Минобороны. Послушайте. Относительно запрета выключения средств видеофиксации уполномоченными лицами во время мобилизационных мероприятий главнокомандующим ВСУ издано распоряжение относительно разработки инструкции о применении средств видеофиксации в помещениях, зданиях и на прилегающей территории ТЦК и СП. Напомню, недавно Зеленский впервые за долгое время заявил, что позорные моменты бусификации нужно уничтожить. Удар Ирана по Украине. Киев уже назван целью и находится под прицелом Тегерана. Иран угрожает Украине после заявления Зеленского. Медиа Тегерана начали распространять обращение к Банковой. Иран грозит Киеву баллистическими ракетами и даже публикует карту-графику, на которой видно, что иранская баллистика достанет до Украины. Публикации появились вскоре после сообщения Зеленского о дальнобойных ударах ВСУ по объектам в России и, далее цитата, очень хороших результатах дальнобойных операций в акватории Каспийского моря. При этом на Банковой уверяют, что ВСУ удалось поразить суда, которые транспортировали военные грузы между РФ и Ираном, а также военный корабль. Небольшое напоминание господину Зеленскому. Вся территория Украины находится в зоне досягаемости иранских баллистических ракет, включая сверхтяжелую Хоремшехр-4. Хотя, если честно, было бы жалко тратить на это такие хорошие ракеты. Отмечу, официального заявления властей Ирана о подготовке каких-либо ударов по Украине на данный момент не поступало. Секретный арсенал вооружения ВСУ уничтожен. Военные проводят экстренную эвакуацию, спешно вывозят то, что уцелело. Однако хотели скрыть потерю и сам факт детонации боеприпасов на складах.
Громкий скандал в Днепропетровской области. О нем пишут жители поселка Куриловка. Люди впервые публикуют несколько видео с камер наблюдения, на котором видно, как рядом с жилым сектором происходит детонация. Кроме того, на территорию частного дома залетает снаряд. В Куриловке повреждено 2 десятка домов, говорят украинцы. 1 человек ранен, сообщают местные СМИ. Жилье одной из семей полностью разрушено. Масштабное ЧП, как утверждают жители Куриловки, произошло еще 21 июля, но было полностью проигнорировано прессой, поскольку власти якобы запретили рассказывать о взрывах, а военные спешно вывозили не разорвавшиеся боеприпасы. Спустя время, по данным местного телеканала Днепр ТВ, на месте происшествия были найдены 70-миллиметровые ракеты ПВО и противотанковые мины. Одна из неофициальных версий гласит: посреди села сдетонировал склад незаконного и похищенного вооружения. Согласно второй версии, в Куриловке или рядом с ней находится арсенал оружия одной из частей ВСУ. Официальных комментариев пока на этот счет не было. Вчера здесь было очень много военнослужащих ВСУ с автоматами, с машинами «Газель», которые вывозили еще не сдетонировавшие ракеты, не разорвавшиеся боеприпасы. Их было очень много. Сколько бы людей пострадало, если бы вообще все взорвалось? Путина призвали остановиться. Токаев пошел против Кремля под десятками камер и впервые открыто в лицо Путину сказал, что причина российско-украинской войны непонятна. Резонансное заявление прозвучало в российском Омске. Гибнут молодые люди, генофонд братских народов, все это надо останавливать. Так говорит Токаев. Также он отметил, продолжение войны выгодно лишь противникам и России, и украинского государства, но не уточнил, кого именно имел в виду. При этом Астана предлагает Москве свою идею, как закончить войну. Выход – заморозка на основе стамбульских договоренностей 2.0. Речь идет о переговорах России и Украины в Стамбуле весной 2022 года, когда стороны обсуждали возможные условия прекращения огня и гарантии безопасности, но так и не смогли прийти к мирному соглашению. Новые договоренности, по мнению лидера Казахстана, должны быть обеспечены гарантиями великих держав, включая саму Россию. При этом президент Казахстана отказался от роли посредника. Отмечу, произнося эту речь, Токаев несколько раз упомянул о величии России и несколько раз сказал, что это лишь его скромное мнение. Более того, он добавил, что решил высказать подобные соображения по итогам общения с представителями США, Европы и других стран. Интересно, что Путин не перебивал Токаева, а после его речи коротко заявил, что готов в деталях проинформировать о ситуации на фронте. Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку, и полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Допустим, если был конфликт, в том числе и замороженный конфликт между Азербайджаном и Арменией, там суть этого конфликта, происхождение этого конфликта были совершенно ясны для нас. Они уходили вглубь истории, но здесь это очень трудно понять. В Украине, России и Казахстане разгораются дискуссии о заявлении Токаева и реакции Путина на его слова. Политологи гадают, кто стоит за позицией президента Казахстана. Один из самых известных политических каналов «Низыгорь» допускает, что Токаев озвучил мнение Трампа. В материале говорится, что с 2022 года Астана занимала осторожную позицию, не признавала оккупацию территории, называла ЛДНР квазигосударствами и блокировала участие ОДКБ в конфликте, опасаясь рисков для собственного суверенитета. Параллельно Казахстан укреплял связи с США, ЕС и Китаем, а вчерашние заявления Токаева о непонятной сути войны и призыв к ее заморозке могут отражать консолидированную позицию Вашингтона, Брюсселя, Пекина и Минска, пишет Низыгорь. По другой версии, Токаев сейчас транслирует пожелания весьма значимых российских бизнесменов и представителей элиты, которые зачастили в Астану. Учитывая проблемы КТК и Шеврона после украинских ударов по инфраструктуре Новороссийска, возможно, что обращение к Путину – это осторожный коллективный пас, попробовать еще раз вернуться к Стамбулу на фоне ухудшения экономики и нежелания эскалации. Российские политологи считают, что Токаев может выполнять роль рупора ОДКБ. Странам-участницам ОДКБ война начинает причинять растущий дискомфорт, пишет, например, политолог Георгий Бофт. По его словам, еще ни один лидер ОДКБ, даже Лукашенко, не позволял себе так открыто не разделять российскую позицию. Если остальные члены ОДКБ поддержат Астану, Москве придется считаться со сформированным коллективным ультиматумом. Союзников
предполагает эксперт. Интересно, поддержат ли это предложение другие союзники по ОДКБ? В этом случае оно могло бы стать солидарным мнением, которое было бы очень трудно игнорировать. Станет ли Токаев продвигать его на уровне ОДКБ? Но большинство политологов склоняются к варианту, что за публичным демаршем Токаева все-таки стоит мощная поддержка из Белого дома. Комментарий Низыгоря про российские элиты сомнительный, а вот смотреть, как корежит Путина, приятно. Токаев, конечно, дипломат, умеет и лизнуть, и куснуть, но лично мне слышатся слова Трампа. Поверить, что Токаев полез бы на рожон по просьбе каких-то сраных российских элит, я не готов. А вот если его попросил Дональд Фредович, вот тут Токаев, конечно, не мог упустить возможность передать мнение. В Кремле уже ответили Токаеву. По словам Пескова, Путин популярно разъяснил Токаеву особенности войны и подчеркнул, заморозка войны невозможна, добавив «с учетом позиции Киева». Россия намерена добиваться всех своих целей, но война может закончиться уже сегодня, если Киев выведет войска из Донбасса. Так звучит заявление из Кремля. Резкое обращение США к Зеленскому. Вашингтон требует, чтобы Киев целился лучше. Причина – удар украинских дронов по танкеру американского нефтяного гиганта «Шеврон». Как пишет Wall Street Journal, администрация Трампа прямо предупредила Киев: по нероссийским судам стрелять нельзя. Атака произошла в начале июля у порта Новороссийск. Пострадали 4 танкера, один был нанят американцами. Суть всего конфликта в деньгах. На кону миллиарды долларов, а если атаки продолжатся, то это может затронуть интересы США. Ведь через этот регион идет нефть из Казахстана, где у «Шеврон» огромные активы. После атак на танкеры Астана ограничила экспорт нефти, пишет издание, и по мнению аналитиков, после замечаний из Вашингтона, Киев должен сменить цели на менее болезненные для союзников. Администрация рассматривает КТК как жизненно важный маршрут транспортировки энергоресурсов из Казахстана на европейские рынки, который служит альтернативой российским поставкам, заявил чиновник. «Шеврон» принадлежит 15% доля в трубопроводе Каспийского трубопроводного консорциума, по которому сырая нефть с 3 гигантских нефтегазовых месторождений транспортируется через горные районы Казахстана в Россию и далее в Черное море. В Россию направляется подкрепление: 30 тысяч военнослужащих из Северной Кореи, а также новые пусковые установки для баллистических ракет. И все это на фоне дефицита ракет ПВО у Киева и прежней помощи КНДР в Курской области по запросу Путина. Украина заявляет, что на этот раз пунктом дислокации и приема военных Пхеньяна станет Воронежская область. Уже с июня в Воронежской области ведется подготовка к их приему. Кроме того, Северная Корея готовится передать России новые пусковые установки для баллистических ракет. Это угроза не только для Украины. Россия помогает Северной Корее учиться вести войну, совершенствует ее вооружение, передает опыт реального боевого применения оружия. Силы РФ зашли в Конгресс США. С таким обвинением выступила соратница Трампа, активистка Лора Лумер, еще недавно жестко критиковавшая Киев. Теперь она взялась за Москву и уверяет, силы Кремля внедрились в Конгресс через спецпредставителя Путина Кирилла Дмитриева и потребовала закрыть ему вход в Капитолий. Россию Лумер обвиняют и в поставках оружия Ирану. Напомню, ранее Лора Лумер писала для Russia Today, но буквально накануне, находясь в Киеве, покаялась, что верила российской пропаганде. Теперь она торопит Трампа с новыми санкциями против России. А Дмитриеву Лумер прямо предъявила свои требования. Кирилл, вы хотите мира? Тогда скажите Путину прекратить снабжать Иран оружием и взрывчаткой, которыми убивают американских солдат. И велите своим госсми перестать раскручивать дурацкие лего-ролики КСИР о покушениях. А следом Лумер сцепилась с главредом Russia Today Маргаритой Симоньяно. В том же посте активистка обвинила Арти в насмешках над Трампом. Мол, российские СМИ заявляют, что президент США стар для своей должности. Симоньян отрезала. Лумер не понимает, что такое цитирование, и Арти такого не писала, а лишь цитировала американскую прессу. Лумер не отступила и заявила, что все, что публикует в сеть Симоньян, направлено на провокацию и разжигание страстей. Удар по самолетам США, уничтожена стратегическая авиация. Иран заявил о масштабных потерях Америки после ударов по базам США на Ближнем Востоке. 17 июля силы КСИР уничтожили 11 истребителей и вертолетов США прямо на военных базах американцев. Об этом, как пишет издание «Фарс», заявил иранский генерал Хосейн Махби.
Также, по его словам, США потеряли 17 разведывательных и боевых беспилотников, 1 истребитель F-15 в ангаре, 1 патрульный противолодочный самолет, военно-транспортный самолет С-17 и 8 самолетов-заправщиков. Центральное командование вооруженных сил США пока не комментировало публикации Ирана, при этом напомню, что в июле командование публично подтверждало потерю персонала после ударов Ирана по базам США на Ближнем Востоке. Однако официальных заявлений о сбитых или уничтоженных американских пилотируемых самолетах CENTCOM не делала. В России объявили траур и возложили всю ответственность на Украину. В Запорожской области, часть которой подконтрольна РФ, обвинили ВСУ в атаке на турбазу в поселке Кирилловка. По данным местных властей, там погибли 12 человек, среди них дети. Еще 19 человек ранены. Спасательные работы после налета дронов завершились накануне вечером. Российский следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. Киев на момент выхода выпуска удар не комментировал. Министра снесли, протестующие ликуют. Глава Минобразования Индии Дхармендра Прадхан подал в отставку после недели протестов, охвативших Нью-Дели и другие города страны. В соцсети он заявил, что уходит с поста, чтобы ситуацией не воспользовались антигосударственные силы. Причиной кризиса стала утечка материалов национального экзамена для поступления в медвузы, в котором участвовали больше 2 миллионов человек. По данным Центрального бюро расследований Индии, преподаватели и репетиторы продавали ответы за крупные суммы. После аннулирования результатов и назначения пересдачи более 10 абитуриентов трагически погибли. После отставки министра и выполнения властями всех требований, включая выплату компенсации семьям погибших и отказ от преследования участников акций, молодые люди объявили о завершении протестов. Армия поднята по тревоге, переброска войск началась, чрезвычайная ситуация, эвакуация 250 000 человек. Страшные пожары охватили Францию и Испанию. Как сообщает France-24, только во Франции спасли около 200 тысяч людей. Такой масштабной эвакуации страна еще не знала. Людей вывозили с курортов на побережье в разгар сезона. В Валенсии огонь забрал жизнь пожилого мужчины, а под Мадридом пламя вышло из-под контроля. Спасатели признают, сдержать его уже не в силах. Сгорели десятки тысяч гектаров леса и минимум 100 домов. На помощь бросили армию и пожарные самолеты со всей Европы. Друзья, спасибо вам большое за поддержку. Мне будет приятно, если вы оставите лайк, подпишитесь на канал и будете смотреть другие выпуски, которые уже опубликованы на канале «Время Предко».